Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодняшнее наше онлайн-гадание посвящается празднику Йоль или рождению света, или преобладанию света над тьмой. Да? Ну, это совпадает обычно с Рождеством. Вот, и несет в себе энергию руны Кано, энергию руны Соло, ну и энергию руны Дагас, которая символизирует завершение цикла и начало нового цикла или обновления. Сегодня будет необычное гадание, полное потоковое чтение, где вы можете брать для себя месседжи, да, и месседжи эти будут идти в стиле «что было, что есть, что будет». Сколько вы таких месседжей можете взять для себя, решать вам. Эти месседжи, они будут сейчас расположены на алтаре. Вот таким вот образом. Вот месседж номер 1, месседж номер 2. Сейчас я продолжу. Месседж номер 3. 4. 5. 6. 7. Месседжи можете рассматривать как послание Вселенной, как послание высших сил, но это месседжи о контексте, что было, что есть, что будет в вашей судьбе. Давайте 8 месседжей. Цифра 8, она символизирует лемнискату или саму руну Дагас, да, так называемую, восьмерку. Если мне нужно будет какие-то уточняющие моменты, то я буду пользоваться дополнительными картами. Возможно нет, возможно да, посмотрим, что пойдет из потока. Еще раз, сколько месседжей вам нужно для составления вашего прогноза на будущего и просмотра, что было, что есть, что будет в вашей судьбе, решать вам. Это могут быть все месседжи от начала до конца, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, или их комбинация, например, 1 и 8, или там 1, 2, 3, или там и так далее. Уверен, что вы уже определились. Если не можете определиться, поставьте на паузу. Мы начнем с первого месседжа. Давайте смотреть. Смотрите, действительно, вам выпадает 3 аспекта в том, что у вас было в прошлом. У вас в прошлом была уверенность по поводу того, что вы обязательно куда-то вернетесь. Была уверенность. Возможно, вы ее потеряли, но сейчас вам выпадает Йоль. В первом раскладе выпадает самая главная праздничная карта Йоль. И она говорит о том, что вы обязательно обновите свою уверенность в том, в чем потеряли уверенность, и вернетесь туда, куда вам нужно вернуться. То есть магический круг будет завершен. О чем это? То есть этот месседж говорит о том, что магическим образом что-то должно закончиться. Хорошее это или плохое? Скорее всего, закончится что-то плохое и начнется что-то хорошее. То есть здесь сработает магия защиты и закрывание цикла, который вам необходимо закрыть. Что это? Это может быть закрытый гештальт, закрытая череда неудач, обновление матрицы судьбы, да, если вы, например, делали этот обряд обновления матрицы судьбы, то все, у вас новая жизнь начнется. То есть, по сути, если вы были не уверены в том, что ваша жизнь будет другой, в хорошем смысле слова, то вы ошибались, и это Рождество принесет вам
закрытие негативных линий судьбы прошлой жизни, и начнется новая жизнь. Ну вот давайте смотреть, что уходит из вашей жизни и что приходит в вашу жизнь. Уходит агрессия, уходит агрессивный мужчина, уходит преследование, уходит жестокость и уходит давление власти. Что приходит в вашу жизнь? Приходит мир, здоровье, богатство, благоденствие, приходит здоровая женщина, и если вы стремитесь родить ребенка, то приходит ребенок, пополняя вашу семью. Ну и Йоль, он как бы откроет вам что-то, да, то есть откроет вам какое-то знание или откроет на что-то глаза. Давайте смотреть, на что откроются глаза, а глаза откроются на любовь. Глаза откроются на любовь. А глаза откроются у вас на любовь, и вы увидите или встретите того человека, который будет близок к вам, или тот человек, с которым вы сможете разделить свое счастливое будущее. Ну, таким вот образом. Хорошо, расклад номер 1 или месседж номер 1 у нас прозвучал, и первый месседж, прямо кто выбрал цифру 1, да, вот, тот не просто так пришел на расклад в день зимнего солнцестояния, да, и не просто так увидел или услышал месседж от праздника, веканского праздника под названием Йоль. Вот так. Хорошо, месседж номер 2. Так, вот так оно открывается у нас. Ага, тут даже 4 карты. Но здесь тройной закон. Сначала идет, потом идет чаша, потом идет сон и идет проклятие. Вы знаете, у вас в детстве был какой-то или испуг, или что-то, какая-то плохая эмоция, или какой-то негатив. Он идет к вам, ну вот как по родовой программе от рождения, да, то есть есть что-то переполняющее вас, и оно связано с детством, юностью, то есть с прошлым, но больше всего с рождением и детством. Так вот, оно, возможно, приходит к вам во снах, возможно, оно где-то связано с вами на ментальном уровне, и, возможно, не только оно вам снится, но, может быть, видится или есть некое ощущение, что что-то есть рядом. Так вот, то, что было у вас вот это вот связано с прошлым, с детством, и оно на уровне ощущений, видений, оно, к сожалению, может вас продолжить преследовать, как некое проклятие. То есть, давайте упростим. Если вы не верите, допустим, в магию, да, то как это будет происходить? Будет в жизни вашей происходить то, чего вы боитесь и чего вы не хотите. Ну, а если вы верите в магию, да, или там, в эзотерику, мистику, то будет сбываться негатив или негативные программы родовые или проклятия, которые переданы вам по роду, по линии матери, и они связаны с чем-то сверхъестественным, возможно, со снами, больше всего со снами, но, может быть, и с потусторонним миром, потому что бабочка, она больше про реинкарнацию здесь мне срабатывает, чем что-либо другое. Хотя здесь именно магия сна. Также, что еще может быть происходить в вашей жизни? В вашей жизни может часто происходить ситуации, которые так или иначе связаны с треугольниками, и в вашей жизни возможен в прошлом приворот, который еще себя пока явно не проявляет, да, не показывает в жизни, но в будущем может сыграть с вами злую шутку.
Здесь этот месседж, он работает как некое предупреждение просто, да, и выпало, видите, не 3 карты, а случайно выпало 4 карты. Какая здесь карта лишняя? Бог его знает, может это, может это, может это, ну какая-то из них, да. Давайте посмотрим, что в прошлом у вас, что в настоящем и что в будущем. Ну, а здесь смотрите, в прошлом то, что я говорил, банши, а банши и воображение, и сон, это связано. Так вот, банши это, ну, такая вот как бы фея, да, которая вот кричит, да, и она как бы связана ее крик связан с оплакиванием смерти, да, какого-либо, ну, члена какого-либо члена вашего рода, да, ну, кого-то из вашего рода. Так вот, вот этот негатив, он прямо или косвенно связан с человеком, которого уже нету. И то это просто вот карта банши, она, видите, вот этот ребенок здесь, да, зародыш, да, и вот он зародыш. То есть некий родовой негатив, который передается вам, и опять-таки это фея, это женская родовая программа у вас срабатывает. И если вы ищете сглаз, да, источник сглаза, или источник порчи в вашей судьбе, то этот источник, он идет по женской линии. Мама, бабушка, тетя, сестра и так далее. Все, что связано с женщинами. Смотрите, на сон выпадает сновидение, выпадает Капа. И, ну, Капа – это демон, да, такой водный демон или водяной демон. Как бы оно как будто бы похоже на человека, да, имеющие черты черепахи или обезьяны. То есть, может быть, кто-то копирует вас в вашей жизни, а может быть, кто-то копирует вашу судьбу. Возможно, что ваша судьба забрана другим человеком. Помните, я говорил в начале по приворотам. Когда приворот делают, допустим, да, человека могут забирать у вас, да, и уводить приворотом, то, соответственно, это желательно убирать с себя, потому что оно у вас как будто бы до сих пор остается, да, то есть вам необходимо как бы открыть глаза на то, что вы теряете. Ну и вы уже это делаете, да, то есть если у вас идут негативные сценарии по проклятию, да, ну то есть как сценарий, то вам нужно это ясно видеть, не сно видеть, а ясно видеть, потому что у вас сон и сновидение совпадают. То есть то, что у вас во сне, то у вас и происходит, вот негативный сценарий, он прорабатывается у вас в реальности. То есть у вас худшие сценарии срабатывают, а позитивные сценарии не срабатывают. Все это связано с вашим рождением и с человеком, который идет у вас по роду матери, ну, по женской линии. Ну и последнее, вот самайн или само проклятие, как оно у вас проявляется. Ну и здесь чудовище с телом льва и головой человека, а хвостой скорпионом. Ну, мантикора, да, она же. Это различие, да, вот какое-то. То есть, как ваше негатив, как ваш проявляется, да, вы четко понимаете, да, что есть вот хороший сценарий, а есть вот очень плохой. Так вот, ваш сценарий будет все время негативным, а хороший сценарий будет проходить рядом, и вы будете видеть, что ваш сценарий, каким бы он хорошим не был, он не такой хороший, какой мог бы быть лучший сценарий. То есть вы будете подсознательно стремиться к лучшему, но этого вы достигать не будете. То есть у вас будет погоня за идеалом, погоня за лучшей судьбой, за лучше. Вы вроде бы будете и жить неплохо, но вам будет все время казаться, что вам чего-то не хватает, что вам чего-то мало. Вот так вот оно будет срабатывать. Давайте совет высших сил по этому поводу. Что вам посоветуют карты? Ну, карты вам вообще советуют искать равновесия, баланса, справедливости и покоя. Как вы этого достигнете, решать все-таки вам, ну, вот такая вот подсказка. Окей, давайте дальше смотреть. Месседж номер 3. Так, оно у нас идет как вот так. 1, 2, 3. А месседж номер 3. Вы долго искали свою судьбу.
долго искали свою судьбу. Вот она. А вы, возможно, даже, давайте вот так, колдовали, гадали, или вам кто-то что-то предсказывал. И в смысле судьбу, да, человека, с которым вы объединитесь. И вы найдете этого человека. И вот мы сейчас и уточним, вам нужно этого человека к себе притягивать естественным путем, или это должен быть приворот? Объясню почему. Потому что магия зелий и котел – это объединение. И нужен ли здесь вот именно зелье приворотное или нет, мы будем смотреть. Итак, давайте смотреть. Этот месседж вообще говорит о том, что вы будете вместе с человеком, но нужно нам с вами сейчас разобраться, вам нужен приворот или вам он не нужен. Вот слышите. И если вы считаете, что вам приворот не нужен, вы можете поставить на паузу и написать «мне приворот не нужен». Или «а я считаю, что мне нужен приворот». А давайте посмотрим, нужен он вам здесь или нет. Слышите, да? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Давайте первая, вторая и третья. Но еще хочу месседж. Вот сейчас пришел еще один. Если вы чувствуете, что в союзе вы несчастливы, и чувствуете себя жертвой по вот этой карте, видите, тут прямо русскими буквами дал, кириллицей написано «жертва», то тогда вам наоборот нужен отворот, разъединение, развязка, слышите? То есть мы сейчас будем определять, вам нужен приворот для того, чтобы найти своего партнера, и нужна ли вам отвязка. Пегас, природа. Ну, давайте, я пока скажу, что больше это о каком-то вдохновении и о легкости какой-то. Вторая нимфа. Ну, по нимфам это, ну, понятное дело. По нимфам у нас больше идет как какая-то женская энергия. А здесь облегчение. Я скажу так. Если вы ищете союз, то приворот вам не нужен. А если вы находитесь в союзе и чувствуете себя несчастным человеком, жертвой, вам тяжело, вы чувствуете, что это неестественно все идет, тогда вам лучше сделать отворот, или же это еще обряд называется он же отвязка. Услышьте это. Поэтому, смотрите, если вы ищете свою любовь, вам не нужны привороты, а если вы чувствуете себя в браке несчастливо, то вам нужна отвязка, и, скорее всего, это идет как месседж для тех, кто несчастен в браке, что вы найдете себе другого, давайте так, другого кракена, да, ну или другого человека, к которому вы прилипнете, или тот, который прилипнет к вам. Ну, давайте посмотрим, что за партнер у вас был и что будет за партнер. Да? Если у вас не было, не смотрите, вот это то, что будет, а это то, что было. Или то, что вы поменяете, было, стало. Да? Что было? Ну, был обещающий богатый или многообещающий богатый, но вопрос только, реализовал ли он себя в этом вопросе. А будет быстрый и резкий, скорый, дерзкий, военный, полицейский, на службе и, может быть, даже и моложе. Но близнецы – это о двойственности, поэтому, возможно, второй партнер или другой партнер. Возможен другой партнер. Мы же движемся с вами дальше, друзья, и давайте смотреть. Месседж номер 4. Так, ну да, первая карта, вторая, третья. Так, у мужчины и женщины завершится конфликт. Завершение конфликта, которое
вас ждет, оно сейчас происходит, скорее всего, это может привести к укреплению отношений и рождения или зарождения ребенка. Может. Но вы очень скоро будете решать вопрос вашего конфликта между мужчиной и женщиной, особенно если это муж, с помощью высших сил. И, может быть, в этом будет участвовать либо очень сильный маг, мужчина, или очень сильная женщина. Может быть, одновременно ваш конфликт между мужчиной и женщиной будут закрывать маг-мужчина или ведьма-женщина. Но может быть кто-то и по отдельности. Здесь с одной стороны выпадает аркан плодородия или бог, или результат, ну или он же мужской аспект. А здесь жрица женский аспект. Женщина здесь жрица ясновидящая, а мужчина здесь плодотворец. А в середине у вас закрытый конфликт. Поэтому ваш конфликт между мужчиной и женщиной будет закрыт мужчиной и женщиной или отдельно мужчиной и отдельно женщиной. Может быть так. Сперва вы попробуете закрыть его у мужчины, а потом пойдете к женщине. Или вы подумаете, что у мужчины не работает, но отправитесь к женщине. Так тоже может быть. Но это не факт, что у мужчины работает или у женщины не работает. Здесь просто завязаны мужчина и женщина. Поэтому, может быть, вам кажется, что у мужчины не работает. Или кажется, что у женщины не работает, а пойдете к мужчине. Но это не факт, что у женщины не работает. Поняли, да, смысл? То есть ваш конфликт будет закрыт. Но, опять-таки, закрытие конфликта потребует, скорее всего, усилий, муравей. И таких усилий, что вам будет тяжело. Во всяком случае, вам будет казаться, что для вас закрыть этот конфликт с помощью этих людей тяжело. Но вы сможете, вы справитесь. Поэтому давайте смотреть, что за мужчина, что за женщина и что за конфликт. Мужчина – это тот, возможно, которого вы очень сильно любите, ну, а возможно, это человек, который работает с отношениями и с любовью. Во-первых, этот мужчина, сразу запомните, это светлый маг, он не темный, потому что петух, да, или Василиск – это всегда светлая сила. Давайте смотреть, что за женщина здесь. Женщина здесь, возможно, ведьма, возможно, темная ведьма, и она может работать как отгоняющая или изгоняющая дьявола и работающая с энергетиками умерших. Ну и прошу прощения за стук, который вы слышите. Ну и что за конфликт? А конфликт у вас будет происходить, закрываться действительно чудесным способом. Ну и по большому счету конфликт у вас достаточно сильный. Химера обычно это то, что отпугивает что-то плохое, да, то есть что-то будет изгнано, то есть, ну, как минимум будет прекращена рассорка, да, вот так, вот таким вот образом. Ну и смотрите, здесь тройка мечей, а тройка мечей, скорее всего, ваш разрыв будет как бы лечиться, да, или преодолеваться, ну или ваши разорванные отношения, на ваши разорванные отношения и химеру с них будет снимать вот это вот либо пара, ну, либо какие-то силы, да, которые могут даже комбинироваться и темные, и светлые. То есть для того, чтобы исцелить ваши отношения, скорее всего, нужна комбинация светлых и темных сил. У меня вот почему-то такое заключение идет. Ну, вот такой вот месседж. Что чувствуете, что думаете по этому поводу, свои мнения оставляйте в комментарии, как вы считаете, можно ли отношения, ну, влиять на отношения комбинации светлых и темных чувств, по вашему мнению. Хорошо, давайте, так, третья, да, то есть первая, вторая, третья карта. Первая, вторая, третья карта.
Угу, здесь о чем-то очень плохом. Так, тут есть книга теней у нас. Здесь у нас есть правда. Речь идет о краднике, через подклад. Есть некий предмет, о котором вы, скорее всего, может быть, догадываетесь, но он еще не явно проявлен, да? То есть, смотрите, еще раз, вы узнаете правду, узнаете истину о неком предмете, магия предметов, да, информация, которые крадут у вас энергию, счастье, достаток, деньги или любовь. Давайте смотреть. Давайте уточним. Информация вам пойдет от какого-то сильного мужчины, и этот мужчина вам, возможно, не очень сильно нравится. То есть он такой сильный, большой, брутальный, и, может быть, его черты лица или черты тела, да, форма его, фактура. Но информация вам идет от жесткого мужчины. Услышали? Знание, кто вам открывает? Давайте посмотрим все-таки. Информация и знание идет от мужчины. Хорошо. Кто задумал это все? Кто задумал вам этот крадник через подклад? Вот. Кто задумал? Задумал, скорее всего, тоже мужчина, скорее мужчина задумал. Здесь и солнце, но его задача, и олень, его задача опустошить вас. То есть мужчина у вас хочет что-то забрать, украсть, присвоить. И энергетически это связано с деньгами. А что за крадник? Через что или каким образом? Это будет в доме у вас, связано с домом. Все, что связано с домом, с имуществом, с семьей, с вещами. И, как минимум, вы лишь можете или рискуете лишиться дополнительного заработка, источника дохода или поддержки. Что это за предмет может быть? Любой домашний предмет, в том числе одежда, в том числе связано с шитьем, в том числе связано с иглами, нитками, связано со статуэтками, фигурками, птицами и, возможно, с растениями какими-то. Да, вот так вот. Такой вот интересный момент. Хорошо, движемся дальше. То есть это предупреждение о темной магии на то, чтобы что-то забрать. Предупреждение или послание. Месседж номер 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, начнем так. Благодаря рунной магии, вот она, вас ждет укрепление, усиление, открытие финансового канала и выздоровление, исцеление и собственная красота. Вы можете укрепить свой бизнес цветочный или бизнес, связанный с красотой, с силой и с деньгами рунической магией. Скорее всего, вас скоро ждет обряд рунической магии на укрепление финканала, бизнеса и всего, что связано с красотой. Сюда же и цветы, сюда же и бьюти, да, и сюда же здоровый образ жизни, может быть и спорт в том числе. Давайте подсказки посмотрим. Посмотрим подсказки. здесь грим выпадает. Это огромная собака, и
но у нее красные глаза. Но это актуально для мужчин и женщин, особенно для тех, у кого есть собаки, и, возможно, бизнес связан с животными. Здесь очень много животных, да, энергии. Здесь пожиратель слонов. Смотрите, ваш фин-канал будет очень активно расти, но вам нужно будет жертвоприношение, в хорошем смысле слова, ну, может быть, пожертвование какое-то, да, или какая-то материальная помощь. Тем не менее, вы сможете взять, допустим, со своего бизнеса гораздо больше, нежели мечтали, или нежели думали, или открыть в своем деле каком-то, да, намного больше возможностей, нежели видите сейчас. То есть вам откроется это видение, но пожертвовать вам чем-то придется. Но опять-таки это, скорее всего, подношения, либо финансовые, денежные подношения, либо, может быть, что-то должно будет уйти из вашей жизни, и вам с чем-то придется расстаться, и вы будете осознавать, что это жертва, вам придется пойти на жертвы. Ну и давайте просто о рунной магии посмотрим. И смотрите, здесь Нанси. Аспект, который говорит о том, что вы это делать будете не наобум, а вы будете это, к этому приходить, к этому руническому обряду осознанно. Как будто бы вы этого уже давно хотели, и вот оно у вас вот прямо как волшебная палочка, да, и загорится как вот на Новый год вы увидите бенгальский огонь, да, или свечу, и вы осознаете этот импульс. Через огонь руна Сола активирует в вас это желание пройти этот рунический обряд. Ну и, может быть, это будет не сам обряд, да, где, вы видели, как я, допустим, делаю обряды, да, не обязательно. Это может быть и обряд, и как будто бы вы будете участвовать в чем-то необычном, да. Может быть, это ковен коллективное что-то, а может быть, это будет просто в кругу друзей это произойдет. У вас как будто бы молния внутри головы пройдет, и вы будете ощущать, что да, вот таким образом я стану счастливее, богаче, успешней. Но здесь все заточено именно на привлечение богатства. Мы говорим здесь не о счастье, а о богатстве. И о счастье располагать богатством и применять богатство во благо для того, чтобы быть счастливым самому и осчастливливать свое окружение. Вот таким образом. Ну, все, здесь больше я никаких месседжей не дам. Очень хороший, кстати, месседж, мощнейший. Пусть вам повезет, и пусть птица рух, да, и пусть Ананси все-таки, Ананси даст вам этот шанс осознать что-то, да, осознать, что руническая магия открывает вам дороги и пути к богатству, станете богатым человеком. Хорошо, но опять-таки, еще раз, здесь богатство не потому, что вы раз и на вас деньги, да, посыпались, а благодаря тому, что вы занимаетесь каким-то делом. Для тех, кто не занимается ничем, богатство не светит. Вы же понимаете. Окей. Месседж номер 7. У вас появится какой-то оберег или какой-то предмет, который сделает вас счастливым и любящим человеком. Но не сам оберег вас сделает счастливым, любящим человеком, а процесс обретения этого оберега будет делать вас счастливым и любящим человеком. Вы, скорее всего, вернетесь в социум, вернетесь к какой-то коллективной деятельности, и этот оберег или предмет, он придет вам через группу лиц, и в этой группе лиц вы найдете свою любовь. Вы найдете свою любовь и партнера в группе лиц,
и, возможно, в каком-то обряде и ритуале, связанным с группой лиц. Услышали, да? Что это за такой оберег или тотем, да? Ой, здесь прямо у нас оборотень. Это серебряная вещь. Это вещь из серебра. Может быть, это какой-то болгарский оберег. А может быть и грузинский. Любовь идет вам через мудрость, поэтому человек, который идет к вам, он будет мудр, и ваша мудрость будет готова принять этого человека для любви. Что это за группа такая? Это какая-то гениальная группа. Ну, давайте я так скажу. Эта группа ни на кого не похожа, но она объединяется духом Земли, и эта группа, скорее всего, работает на Земле или работает с элементами, которые присущи Земле. Ну, что-то выращивают, ну, или живут там естественным образом жизни, здоровым питанием, да, или здоровым образом жизни. То есть эти люди связаны с Землей и природой. Вот так вот. Группа лиц, откуда придет к вам любовь, и тот оберег, откуда придет из обряда, который вы будете проходить с группой лиц. Оберег будет, скорее всего, серебряный, либо серебристый на вид, ну и как минимум он будет такой защищающий от чего-то темного. Да, вот так. Ну и еще могу сказать, что, скорее всего, он пойдет вам скорее всего, на растущую луну. Но серебро здесь имеет ключевым моментом. Давайте посмотрим, от кого пойдет оберег? От мужчины, от женщины, да? Десятка кубков, без разницы, от кого пойдет. Здесь может быть и мужчина, и женщина. А вообще карта женская, поэтому больше, вероятнее всего от женщины, чем от мужчины. Да, вот так. Но, тем не менее, может быть, это и мужчина. Тут уже будете смотреть сами. Но десятка кубков больше женская карта, чем мужская. Так, это у нас первая, вторая, третья, вот так. Ну и месседж номер 8. Месседж номер 8. Очень скоро вам придется рисковать. И у вас будет выбор, рискнуть или не рискнуть. И мало того, что это будет скоро, так еще и к тому, что нужно будет действовать быстро. То есть очень скоро вы окажетесь в ситуации, где вам нужно очень быстро решать, идти на рискованные меры или нет. Вот давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что здесь, с чем здесь это все идет. Да, 13-й аркан. Очень скоро и риск очень высокий. И от того, как вы будете быстро принимать решения, зависит ваша дальнейшая жизнь и ее форма. Да? Чего боимся? Нужно бояться нерешительности, принимать решения придется смириться, открыть глаза на реальность, действовать дерзко, резко и, знаете, отчаянно даже, да, вот так. Ну и выбор, он связан с тем, с чем вы сейчас сомневаетесь или сомневались, но после того, как вы сделаете выбор, будут откинуты все сомнения. Ну и давайте посмотрим, какие элементы здесь еще могут участвовать в этом всем. Ну, смотрите, тут прямо первая карта, которая падает на 13-й аркан, и на руну Сола выпадает душа. То есть, по сути, здесь вопрос такой прямо, как говорится, не на жизнь, да, а на 13-й аркан. Второй аркан. Здесь невинность, но, возможно, это как бы вы и ни в чем и не виноваты. То есть это не потому, что вы какой-то не такой, не хороший или совсем не очень хороший. Да? То есть вы здесь ни при чем. Да? То есть здесь это все по воле Бога, по воле, может быть, каких-то действительно родовых программ, да, следы есть. То есть не от вас это будет зависеть, да.
Винить себя вам за это нельзя будет. То есть, может быть, таким образом вы будете снимать чувство вины со своей души, камень с плеч, как говорится. Да? Ну и последнее, да, джин выпадает. А джин – это обретение спокойствия. Ну и смотрите, здесь вы будете выбирать, выпускать из этой волшебной лампы Аладдина или еще кого-то другого этого джина или нет. Но в конечном итоге ваша душа, ваша невинная душа или ваше отсутствие чувства вины обретет спокойствие благодаря огромному джину, который, возможно, в форме дракона выйдет на поверхность и снимет с вас все сомнения о вашем бытие и о вашем осознанном будущем. Світа вам та вашому Всесвітові, і нехай світле свято Йолю принесе в ваше життя тепло, світло, свідомість, мир, злагоду та затишок. Лишайтесь на зв'язку, почуємось. Па-па.